Все видно, все слышно, ну прекрасно. Ну я рад, что мы наконец-то встретились. Попью водички, немножко волнуюсь. Шучу, конечно, но есть что-то. Итак, наш короткий, но при этом очень емкий и эффективный курс по тому, как сделать наших деток здоровее, родителей спокойнее и при этом не использовать лекарств, я объявляю открытым. У меня такая задача в этом курсе возникла, вернее, стоит передо мной такая задача вооружить вас максимально эффективными, простыми в понимании инструментами, так, чтобы вы могли уже брать это и использовать. Для применения рецептов и методик моего курса не нужно быть каким-то мега-специалистом. Нужно быть просто родителем, просто внимательным и заботливым. И этого достаточно. Все остальное будет в этом курсе. Этот курс будет идти 3 дня. Сегодня мы разберем такую большую часть, связанную с соплями всевозможными. В следующем дне мы коснемся кожи и других историй, живота. А в последнем дне мы поговорим о психике ребенка, о том, как его угомонить. Как мне, знаете, я сегодня общался со своим другом, я ему говорю, вот сегодня буду вести курс. Он говорит, это тот, где ты рассказываешь, как не убить этих детей. Я говорю, да, именно там. Да, то есть как ребенка успокоить, как его расслабить и как самому прийти в нормальное состояние, как самому быть в норме, не сойти с ума, особенно если у вас очень много детей, 2, 3. У меня вот, как вы видите на картинке на этой заставке, у меня их 3. 2 девочки и 1 мальчик. Ну и это, конечно, стрессово порой, и очень важно знать, как быстро привести себя в чувство. Меня зовут Сергей Аношин, я уже около 20 лет практикую. Я врач китайской медицины, дипломированный иглотерапевт, то есть практикую иглоукалывание, если кто не знает. Специалист по лекарственным растениям, я изучаю фитотерапию и то, как растения и лекарственные грибы помогают нам укреплять наш организм, подпитывать его со всех сторон и очищать его, например, от паразитов и так далее. Вот. А также изучаю ароматерапию как приложение к лекарственным растениям. Я исследую и практикую нейропсихологию, практикую медитацию и соматическое движение. То есть все, что касается здоровья психического, душевного, телесного, социального, это мои зоны интереса, которые я исследую на протяжении вот уже 20 лет и практикую. Также я занимаюсь аромаинженерией. Это применение ароматерапии не только для здоровья тела и здоровья психики, но и для здоровья социальных взаимоотношений, как с помощью ароматерапии, эфирных масел терапевтического класса можно воздействовать на ваши социальные сферы жизни, да, где вы общаетесь с людьми. А также разрабатываю технологии метаинженерии. Метаинженерия — это такая наука, которая изучает даже такая комплекс технологий, который изучает взаимосвязи между органами и состояниями психическими, состоянием сознания, эмоциональными состояниями, и между органами и окружающей действительностью, людьми, которые окружают нас, и событиями. У меня 3 детей, как я уже сказал, жена, и вот у нас мы большой семьей, кошка. Вот мы большой семьей. Изначально тестирую все то, о чем я здесь сейчас сегодня буду говорить. Я просто сразу хочу обратить ваше внимание, что все это я изначально тестировал на себе, потом потестировал на всех своих окружающих близких, детях, супруге, родителях.
потом на пациентах. И теперь делюсь с вами. Огромное количество всевозможных отзывов и кейсов у меня есть, но я не хочу занимать время нашего бесплатного курса, чтобы как-то вот лишний раз нахваливать все это, да, я лучше сразу буду делиться с вами технологиями и техниками простыми и эффективными. И вот за счет чего формируется, складывается простота и эффективность этого курса. Первое, мы используем эфирные масла терапевтического класса. То есть это чистейшее с сохранением огромного количества активных веществ эфирные масла. Это не то, что вы можете найти в аптеке или в Ашане, если кто-то еще вообще покупает эфирные масла в Ашане. Хотел бы посмотреть на этих людей. Вот. Это совсем не то, потому что то, что продается в Ашане, аптеке и так далее, не обладает терапевтическим эффектом. В лучшем случае это может обладать неплохим запахом. Это в лучшем случае. А в худшем случае это ядовитая жижа. А также вторым крылом применение особых точек акупунктуры для массажного воздействия на вашем ребеночке. Технологию, техники, которые я здесь буду рассказывать, рассчитана преимущественно на детей от 2 лет. Ну и до, в общем-то, бесконечности. Я иногда сам себя чувствую ребенком, поэтому на меня это тоже работает. Просто дозировка у меня чуть побольше, чем у детей. Дозировки, которые я здесь описываю, также рассчитаны на детей, которым уже чуть больше 2 лет. Это не значит, что нельзя с детьми младшего возраста. Я, например, такого рода эксперименты проводил, когда детям моим было меньше лет. Сейчас у меня самый младший 3 года. Но я просто хочу обратить ваше внимание, что нужно быть осторожным с этим. И до 2 лет дозировку еще минимизируйте, насколько это возможно. Итак, в этом курсе я рассказываю о том, как использовать точки акупунктуры, а также как использовать эфирные масла терапевтического класса от производителя doTERRA. Это эфирные масла, которыми я пользуюсь уже, не знаю, уже сколько времени, я уже даже со счета сбился. И применяю их в работе с моими пациентами. Это масла, которые действительно чисты, качественны и проходят 54 проверки качества. Это производитель американский, сырье которого растения для эфирных масел которого производится в разных уголках планеты, в местах наиболее биологически активных для этих растений. Так, например, там эфирное масло имбиря какого-нибудь производится на Мадагаскаре, где наиболее благоприятные для него условия. Стандарты качества doTERRA позволяют сохранить важные активные вещества, собственно, ради которых мы и используем эфирные масла. Мы не используем эфирные масла ради запаха. Это тоже классно, это тоже имеет свое значение, но в данном курсе я рассказываю о том, как использовать эфирные масла из-за их активных веществ, которые позволяют достигать тех результатов, о которых я сегодня буду говорить. Ну, а также эти эфирные масла имеют пищевые сертификаты, ну, российские, понятно, есть американские, есть европейские, есть и российские. Пищевые сертификаты, это значит, что эти эфирные масла можно применять внутрь. Это тоже используется в определенных лечебных программах, программах детокса, о которых мы не будем говорить на этом курсе, и тем более не надо внутрь давать эфирные масла маленьким детям, это ни к чему. У детей все отлично работает, и кожа прекрасно доставит все активные вещества туда, куда нужно. Это нам, торпёрам, это порой требуется, а у детей все с этим окей. Итак, первое, с чего хочу начать, это безопасность. Прям очень кратко, да. Конечно, эфирные масла – это сама суть растения, да, квинтэссенция, это концентрированное количество. Ну, представляете, там, на производство, там, например, эфирного масла лимона, да, вот такого пузыречка, нужно 75 лимонов отжатия, ну, кожуры, 75 лимонов отжатия, чтобы все вот это вот собрать в маленькую бутылочку. На производство там эфирного масла роза нужно 10 тысяч цветков.
это огромная концентрация веществ на единицу объема. Поэтому нужно с осторожностью и уважением относиться к этому явлению, к эфирному маслу, и смотреть, быть внимательным. Здесь нет нужды больше, значит лучше делать. Да? Это не работает в данном случае. Зачастую даже меньше это значит лучше при работе с эфирными маслами. Особенно, когда мы говорим про детей, ну, не перебарщивайте, ребята. Вот как я пишу, дозировки. Вот больше не надо. Окей? Давайте с вами об этом договоримся. Поставьте пальчик вверх в чатике, чтобы я понял, что мы договорились об этом. За исключением некоторых рецептов, о которых я буду говорить, смешивайте эфирное масло с базовым маслом. Что здесь и далее я имею в виду под базовым маслом? Это либо кокосовое фракционное масло, либо это масло виноградной косточки. Ну, в принципе, в худшем варианте подойдет любое другое растительное масло, но лучше, чтобы масло обладало хорошей проницающей способностью. Виноградная косточка или фракционное кокосовое масло идеально в этом подходит. Вот. Тестируйте на сгибе локтя эфирное масло. Я не замечал у себя никаких реакций кожных. Настоящие эфирные масла не вызывают аллергию. Это аллергию вызывают вот то, что продается в аптеке или в Ашане. Вот это может вызывать аллергию, потому что мой товарищ недавно капнул, какое-то купил эфирное масло в Ашане, капнул его на руки, растер, начал вдыхать и говорит, руки липкие. А от эфирного масла руки не могут быть липкими. То есть что там вообще непонятно. Даже страшно представить. Ну вот, то есть тестируйте на сгибе локтя, чуть-чуть размешивание с базовым маслом, чуть-чуть капните на внутреннюю часть локтя, чтобы посмотреть, там краснеет что-то или нет. Я ни у себя, ни у моих детей не замечал никаких реакций вообще, ни у всех пациентов, с кем я работал. Но все-таки надо признать, что может быть какая-то индивидуальная повышенная чувствительность кожная. Поэтому просто проверьте на себе, там, на ребенке, чуть-чуть на локтевом сгибе. Ну и избегайте слизистых. Есть методы работы с эфирными маслами через слизистые, но все идет там через эмульгатор, через транспортировочные, так сказать, средства. Поэтому здесь в этом курсе мы ни в какие слизистые не капаем эфирное масло. В нос мы его не будем капать, хорошо. В уши не будем заливать его. Там, в рот его тоже не будем закидывать, лишь в размешивании с определенными жидкостями, о которых я буду говорить, для полоскания, например. Такое можно. Ну, естественно, глаза тоже. В глаза не надо. Ну, я думаю, вы и так все это прекрасно знаете. Поехали дальше, да? Хватит, скажи, болтать уже. Итак, продолжаем. Значит, в этом видео, в этом дне этого курса моего, я буду говорить про вирусы и иммунитет. То есть я это так обобщил, назвав, вирусы, иммунитет, чисто по-простому, чтобы для всех было понятно, о чем мы имеем речь, о чем идет речь. Это всевозможные сопли и тому подобное, простуды, температуры, кашли, да, и отиты. Вот этим мы сегодня займемся, и я дам рецептуру по всем этим состояниям. Предвосхищаю ваш вопрос относительно эфирных масел. Я об этом скажу, где их достать, где их можно заказать с хорошей скидкой. Вот. Пока с этим не торопитесь, наслаждайтесь зрелищем, кайфуйте, смотрите, задавайте вопросы. И какую-то часть из этого курса вы уже можете применять, точки, даже без эфирных масел. Но с ними лучше, стопудово лучше. Погнали! Сопли. Начнем, пожалуй, с них. Это достаточно простая такая проблема, но при этом весьма занудная. Особенно, когда постоянные сопли приводят к тому, что в итоге разрастаются ткани и возникают аденоиды, которые нам, родителям, предлагают скорее резать. Моей дочке старшей были аденоиды, и нам предлагали их резать. По-моему, это даже была вторая стадия точно, возможно, даже уже и к третьей она подходила. Точно не помню. Но мы ничего такого
такого не делали, не резали, я использовал эфирные масла для того, чтобы это убрать. Я здесь не буду говорить про аденоиды. Это у нас для этого есть отдельное пространство, отдельный такой клуб для тех, кто исследует свое здоровье и заботится о нем. Об этом я расскажу в конце курса. Вот. А здесь я расскажу о простых таких состояниях, когда просто вот у нас идут сопли, какой-то ребенок начинает шмыгать, и хочется ему помочь, чтобы не надо было пшикать постоянно сосудосуживающими средствами. Вы же знаете, это такая вещь, которая, ну, при частом использовании вызывает со временем и зависимость, и вызывает, наоборот, разрастание тканей, набухание, потому что организм пытается как-то вот с этим совладать, с тем, что вы в него периодически пшикаете. Я понимаю, бывают такие состояния, когда нос настолько завален, что надо, ну, просто быстро взять и вот разжать эти носовые ходы. Носовые ходы, хорошо звучит, чтобы ребенок начал дышать. Но в большинстве случаев там же нет такой прям дикой заложенности. Поэтому мы используем смесь эфирных масел, в которой и эта смесь называется бриз, дыхание, да, она на европейском рынке еще называется air. Это эфирные, здесь собраны эфирные масла из листьев лавра, листьев эвкалипта, мяты перечной, листьев чайного дерева, кожуры лимона, семян кардамона, листьев провенсары, листьев коричневика камфорного. Это, ну, очень приятная сама по себе смесь, нежная. Вот она так вот выглядит. Она нежная, но при этом у нее высокая, как бы, знаете, проникающая такая способность. То есть она хорошо раскрывает нос, раскрывает его, как я уже сказал, носовые ходы, да? Носовые ходы. Хорошо этим эфирным маслом, во-первых, дышать с ладошек. То есть на ладошку капаем одну капельку, растираем. И вот таким образом дышим, пока аромат не уйдет. Ребеночку сюда на ладонь тоже можно капать. Одну капельку, ничего. Если вы переживаете, смешайте немножко с базовым маслом. То есть добавьте там 3 капельки растительного масла, кокосового либо виноградной косточки, и капните одну капельку смеси бриз. И пусть ребенок разотрет и подышит хорошенько. А также, помимо этого, такого рода ингаляции стоит делать несколько раз в день, чтобы, особенно перед сном. А помимо этого, 1-2 капли замешиваем на базовом масле. И так, недавно с сыном сопливили, пользовались смесью бриз, действует отлично. Ну вот, да, здорово, Вероника, что ты об этом рассказала, спасибо. Да, действительно работает. Конечно, при слишком серьезных, ну, таких заложенностей ингалировать нужно дольше, ну, быстро не поможет. Но это натуральное средство, и сейчас вот во время, когда столько всевозможных химикатов нас окружает, и так пытаются, знаете, как и прям стремятся проникнуть в наш организм, натуральные продукты, дары природы использовать для того, чтобы быть здоровым и в классном настроении, действенным, активным, я считаю, очень важно. И тем более натуральными продуктами защитить детей, которые находятся, по мне, так еще в большем давлении экологии и химии, которая везде развита у нас. Ну, в продуктах я имею в виду в первую очередь, конечно же, в воздухе. Берем эту смесь, 1-2 капли на базовое масло. Что это значит? Вот, да? Как я это делаю? Я, значит, беру, нет у меня с собой масла базового, наливаю небольшую лужицу в ладошку. Раз, два, капнул. Следите за тем, чтобы не перебарщивать. Есть, ну, например, не надо вот переворачивать, потому что так может выкопать очень много эфирного масла, больше, чем вы планировали. Под наклоном, под углом. 1-2 капли капаю. Вот так вот на руки растираю немножечко. И ребенка с 2 сторон так раз, спереди и сзади. И ему вот так вот натираем. Грудную клетку с одной стороны, спину с другой стороны, ну, вверх спины. Вот, 2 раза в день мы это втираем. Все, никаких соплей. Это быстро проходит.
Но для того, чтобы нам вообще бамс добить эту сопливость, мы используем точку воздействия GI-20. Ну, вы, наверное, ее уже когда-то наверняка встречали. Она находится возле крыльев носа. Достаточно болезненная для ребенка, поэтому аккуратнее. Я-то, ну, как бы в силу своей профессии проникаю пальцем очень интенсивно, но все-таки с сочувствием и аккуратностью к ребенку, чтобы просто не ввергать ребенка в шок. Оказывая давление 1-1,5 минуты, глубокие нажатия, то есть мы надавливаем туда и не дергаем ничего, вот можете немножечко так вот вращать, круговые движения делать у ребенка. Сильно не давите, но давление должно быть постоянное, ну то есть непрерывно. 1-1,5 минуты с обеих сторон, 3 раза в день. Ну, либо если пока не отложит нос, если он прямо сейчас в самой такой интенсивной фазе отечности, да, носопырка ребеночка вашего миленького, значит, вы несколько чаще делаете, не 3 раза в день, а там делаете, пока его не отпустят. То есть поингалировал, точки пожали. Поингалировал. Можно, кстати, что сделать? Вот эту смесь, о которой я сказал в предыдущем, да, 1-2 капли добавив на ладошку, пальцы в ней обмакиваете, которым будете массировать, и вот ими втираете. Собственно, вот сюда втираете. В сам нос не надо лезть. Окей? Есть методы создания капель для носа, но здесь я о них не говорю. Опять же говорю, есть специальное пространство для этого, бесплатное, но туда не всех пускаю. И там мы уже об этом подробнее все обсудим. Сейчас нас интересует такая быстрая и безопасная помощь нашему ребенку. С этим окей, да? Если возникают какие-то вопросы прям в процессе, вы задавайте их в чатике, чтобы я это увидел. Может быть, кто-то уже использовал эту смесь, кроме Вероники. Тоже об этом напишите. Ну, идем дальше тогда. Кашель. Вот тоже, да, одна из таких проблемных тем, потому что, с одной стороны, ребенка жалко, да, он там кашляет, с другой стороны, это зачастую может приводить к опасным ситуациям, а с третьей стороны, сам не уснешь, пока ребенок кашляет, да, ну, мы же просыпаемся, как будучи родителями, мы не можем просто так вот не обращать внимания на ребенка, хоть у некоторых, конечно, неплохо получается, но в целом мы просыпаемся. И что я использую против кашля? Пользовался бриз, когда с капель спрыгивал. Ну, классно, да. То есть вот с этих, да, у кого зависимость от сосудосуживающих, я не раз слышал, да, что с помощью бриза удается соскочить с капелей, перестать их постоянно пшикать себе в нос. Итак, что мы используем? Мы, значит, берем чайное дерево. 10 лет стажа было. Ух ты, мощно. И орегано. Ну, чайное дерево, такое антисептическое эфирное масло, очень приятное, пахнущее, охлаждающее свойства имеет. Ну, чем-то похожим, такое хвойный аромат. Ну, чайное дерево, я думаю, многие знают, так или иначе. Это достаточно распространенное эфирное масло, растение, из которого делают эфирное масло. Вот. А орегано, ну, кстати, чайное дерево отличное противовоспалительное воздействие оказывает. Поэтому все вопросы, связанные с воспалением, и мы в дальнейшем будем еще к нему возвращаться, потому что это такой помощник во многих ситуациях, и не только при кашле. То есть мы его берем и берем орегано. Орегано, эфирное масло, очень мощное. Оно достаточно жгучее, и я покажу, как я с помощью него устранил бородавку там, себе и ребенку. Это будет у нас в завтрашнем дне. Эфирное масло орегано – это такой мощнейший антибиотик природный. И если его добавлять, смешивать с каким-то другим эфирным маслом, как, например, с чайным деревом, то действие этого эфирного масла усиливается дополнительно за счет сочетания с орегано.
2 капли чайного дерева и 1 каплю орегано. Также на базовое масло кап-кап накапали. Втираем в горлышко нашему ребенышу. Ну, можно в эту часть, смотря откуда идет кашель. Если он еще пока здесь, значит сюда. Если он уже и здесь где-то, в грудь пошел, да, какой-то ближе к бронхитным, значит сюда. Втираете вверх спины. Точно такую же смесь также заново приготовили. 2 капли чайного дерева, 1 каплю орегано на базовое масло. В ладошках немножко растерли и в обе лапки в подошвы, в стопы втерли. В стопах очень широкие поры, поэтому эфирное масло легко проникает и доходит через кровоток, поступает туда, куда нужно, оказывая противовоспалительное, антибиотическое воздействие. То, что нам как раз нужно. А также можно полоскать горло эфирным маслом чайного дерева. Ну, не только им, но в данном случае это будет максимально безопасно, ничего такого от вас суперского не будет требоваться. 1-2 капли чайного дерева вы замешиваете в стакане воды вилочкой, ну, чтобы разбить эфирное масло на более маленькие капельки. Можно сначала замешать в масле, а потом, ну, в базовом масле чуть-чуть, а потом уже закинуть в воду. Но я и себе, и дети у меня, и супруга полоскают рот, когда такая необходимость была. Просто добавляю в воду, хорошенько взбалтывая, и начинаю полоскать. Ну, дальше все как обычно, обычные полоскания, тут ничего такого супер серьезного нет. А с солью можно мешать масло для полоскания? Да, да, можно добавить на соль. Можно взять крупную морскую соль, накапать на нее 1-2 капли эти и замешать в воде. Ну, понятно, что для взрослого вы можете умножить все на 2 в плане дозировки. Вот. Ну, на 1,5, на 2. Я для своих детей в некоторых случаях дозировки были 3 и 4 капли чайного дерева я, например, втирал в эту зону. Такое тоже бывало. Но в целом 2 капель чайного дерева, 1 капли орегано будет достаточно. С орегано нужно быть особенно осторожным, потому что масло такое, достаточно жгучее. Оно не зря хорошо справляется с бородавками и папилломами, о которых мы завтра поговорим. Ну и для того, чтобы еще дополнительное воздействие оказать на этот дурацкий кашель, который мешает вашему маленькому, миленькому ребеночку, щекастенькому и аппетитненькому, мы воздействуем на точку G17. Она находится по центру грудины, между сосков. Зона достаточно болезненная, поэтому оказываете легкое воздействие указательным или там средним пальцем, каким вам удобно, с таким вот вращательными движениями. 30-60 секунд, 3 раза в день. Точка. Понятно, что есть многие другие точки, но сейчас я не хочу перегружать вас информацией, а то как вы потом с этим будете справляться. Я хочу, чтобы у вас было максимально просто и применимо. Вот одна точка. С этим понятно, да? Пишите в чат, если возникают вопросы, мы их обязательно разберем. Ну, антивирусы и укрепление иммунитета в целом, да, и здесь я не стал лечить. Хорошо такого рода воздействия, программку проводить ребенку в периоды, когда он чаще всего болеет, чуть заранее. Ну, например, если по вашим наблюдениям, там, ребенок заболевал на протяжении там, последних 1, 2, 3, может быть, лет, чаще всего там осенью или в какой-то вот период, да, значит, вы перед этим периодом. Ну, например, если осенью, то уже вот сейчас, в августе, стоит. Уже сейчас можно провести профилактическую программу, чтобы прокачать его, укрепить. А то тут непонятно, что происходит, какие-то вирусники постоянно, что-то творится. И эта смесь On-Guard, она отлично будет работать для укрепления иммунитета вашего ребеночка. Там у нас собраны эфирные масла из кожуры дикого апельсина, бутонов гвоздики, листьев корицы, коры корицы, листьев эвкалипта и листьев и цветков розмарина. Суперская смесь, она
кроме того, что обладает таким вот антивирусным и укрепляющим иммунитет действием, она еще очень сильно дезинфицирует руки, там, воздух вокруг, если эту смесь эфирных масел нанести на внутреннюю сторону воротничка вашего ребенка, которого вы отправляете в садик, например, то вокруг него в течение части дня хотя бы будет защитное облако из активных веществ этого эфирного масла, которые потихоньку будут испаряться и не допускать проникновения вашего миленького каких-то там вирусов или инфекций. Но для укрепления иммунитета мы берем 2 капли этой смеси, замешиваем в базовом масле и втираем в стопы. Чем меньше ребенок, да, то есть, понятно, 2 капли. На более крупных, ну, например, у меня вот есть дочка, наверное, сейчас 9 лет будет, да, вроде, типа того. Ей я могу замешать 4 капли и втереть в стопы. Эта смесь эфирных масел греет, поэтому при температуре его не надо использовать, потому что, ну, сами понимаете, когда уже температура, дополнительно разогревать не стоит, особенно маленького ребенка, не нужен. А также мы берем и делаем ингаляции с ладошек, как я уже говорил, 1 капельку растерли, подышали перед выходом на улицу, например, перед выходом куда-то в социум, или после улицы вы пришли и не знаю, там, как ребенок цепанул что-нибудь, нет, ну, стоит, значит, укрепить. В течение дня к этому возвращаться можно несколько раз, к такой ингаляции. Либо, если у вас есть диффузор ультразвуковой, а именно такой диффузор наилучший для испарения эфирных масел, в аромалампах нагревается, когда нагревается эфирное масло на свечке, то, ну, под свечкой, над свечкой, от свечки, то огромное количество активных веществ разрушается под воздействием этой температуры. А ультразвуковой же диффузор холодный, он не греет, это дает отличный эффект в плане распыления вот этих активных веществ, ради которых мы используем эфирное масло. Вот. Простая такая вот технология. В качестве профилактики достаточно где-то неделю ребенку такое поделать, это уже здорово его укрепляет. Если же ребенок уже заболел, значит, вы это делаете несколько раз в день. То есть втираете в стопы, ну, например, можно сделать утром, можно сделать вечером, но часа за 3 до сна, может быть, даже за 4. Потому что если вы вотрете онгард в стопы ребенку, ну, я по себе знаю, я как-то прилег уже отдыхать, спать, и думаю, дай-ка я вотру себе онгард в спину. Ну, мне стало интересно, как будет греть. Ну, и я не смог уснуть в ближайшие 3 часа, потому что у меня тонизировало. Эта смесь повышает настроение ребенка, если он грустный, например, у вас, вы можете в диффузор капнуть 1 капельку, и обстановочка станет веселее. Тут много экспериментов можно проводить. Это, вот она у меня есть, это смесь эфирных масел. Пахнет, знаете, как новогодние праздники в ней, ну, за счет вот как раз корицы, гвоздики, апельсина, новогоднее настроение. Поэтому на Новый год, я думаю, заполню свое пространство этим эфирным маслом. Ну и точки. Добавим в это все точки. Точки воздействия. Точки мы используем следующие: GI4 и RP6. GI4 точка находится вот здесь. Здесь вот вы на картинке видите, это первая картинка. Это точка толстого кишечника, энергосети, расположенная на энергосети толстого кишечника. И воздействие на нее тонизирующим методом, когда мы нажимаем, отпускаем, нажимаем, отпускаем, нажимаем, отпускаем, повышает общий уровень энергичности и энергии ребенка, что укрепляет его, повышает его сопротивляемость болезням, повышает его концентрацию его жизненных сил и дает нам классный эффект. Вторая точка, ну, понятно, что на обеих руках, да, я уточню. Вторая точка — это RP6. Это точка, связанная с селезенкой, и она тоже обладает общеукрепляющим действием. Здесь вот на картинке вы видите такие отрезочки. Для простоты я скажу так. Здесь внутренняя сторона ноги у нас изображена.
Для простоты я скажу так. Берете руку ребенка вашего, вот в таком вот виде, ну вот эту вот ширину нас интересует, и накладываете ее на косточку на стопе, внутреннюю, лодыжка, да, она называется. И от нее вверх отступаете вот эту ладошку от косточки. Вот с этой сверху будет точка как раз. Вот она красным отмечена на рисунке справа. Нажать, отпустить. 40 секунд каждую точку с обеих сторон тела. Это, ну, и это вы делаете также в той же последовательности, что и используете эфирные масла. То есть каждый день, 2-3 раза в день можно воздействовать, и это будет очень классно для укрепления иммунитета. Если ребенок уже прихворал, то, используя эти точки, вы дополнительно усилите его сопротивляемость болезни, ускорите процессы обменные и процесс выздоровления. Фух, температура. Я постоянно много болтаю. Расскажите, как вообще температура часто встречается у вас, у вашего ребеночка? Приносит ли это для вас какие-то ну, трудности, что ли, переживания? Как-то это мешает ли или нет? Я вот помню, в моем случае, у моих детей температура, пока они были маленькие, было такое, что доводило до фебрильных судорог. И это была самая стрёмная тема, и я думаю, если здесь есть те, у кого такое бывало, у детей, вы знаете, что это очень стрёмная тема, когда ребенок, того гляди, просто умрет. И чтобы таких вещей не допускать, конечно, я сейчас не говорю вам, в моем случае это произошло не от того, что я такой сидел и думал, так, наверное, она сама ступит. Это произошло неожиданно, резкое повышение температуры и приведшее к судорогам. Так, конечно, состояние подавленности у ребенка. Ну да, при температуре это правда. Немного повышенная температура вроде окей, не надо сбивать. Ну, конечно, немного, когда повышенная, мы об этом не говорим, что там прям его надо куда-то сбивать. Но если вы видите, что термометр, или как шкала, вот это вот в термометре, стремительно движется вверх, приближаясь все ближе к 38, да, то, конечно, надо с этим что-то уже делать. И чуть раньше этих 38 можно немножечко помочь организму. И, естественно, если температура заваливается за 38, да, то, ну, чтобы просто не мучиться, не мучить ребенка, я, знаете, не противник того, чтобы жаропонижающее ему дать, если температура совсем высока. Но если температура не вываливается за 38, то вы можете поработать с помощью эфирных масел. Была единожды температура, один зуб почему-то прорезался с температурой 39 в течение 3 суток. Да, кстати, да, вот бывает, что ведь и не связано это с какой-либо там простудой или чем-то таким, а, например, с тем, что зуб прорезывается. Ну и вот, мы используем мяту перечную. Это очень тонизирующее, с одной стороны, мозг, да, действие, но при этом охлаждающее действие. И, будучи нанесенным на кожу, обладает охлаждающим действием. Плюс лимон вот у меня тоже есть, вместе соединенные и нанесенные на стопы сбивают эту температуру. Но сбивают ее не так жестко, да, как это делает там нурофен какой-нибудь жаропонижающий, а более плавно, давая возможность организму справляться с болезнью, при этом давая организму мощное количество антисептических и других активных веществ, укрепляющих его, разгоняющих механизмы детоксикации в организме.
Прекрасное сочетание. Я могу долго и обильно рассказывать об этих эфирных маслах мяты, перечня и лимона, но нас сейчас вот в данном случае интересует их такое вот узкое применение для снятия температуры. Они применяются не только для этого, но в данном случае для ребенка. И это неплохо, да? И этого хватает. Согласны? Вот, 2 капли того и другого. Разбавляем также в ладошечке в базовом масле, накапали. Раз, 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 и в стопы. Раз, 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 втерли в стопки, в стопки, в стопки. Можно даже на голени чуть-чуть нанести. Но основное воздействие это стопы. Иногда можно нанести на шею где-то в этой зоне, чтобы немножко здесь охлаждало. Но в основном используется вот просто в зоне стоп. Снимает температуру плавно, постепенно, как я уже сказал, давая возможность организму не скисать, там, а работать, укрепляться, при этом не нарушает работу печени, ребята, как это делает нурофен и другие жаропонижающие. Маленькому ребеночку не нарушает. А сейчас так странно, знаете, при любой возможности люди стали использовать жаропонижающие для своего ребенка. Даже когда 38 градусов нету, все равно пихают, просто чтобы не думать. Ну, как бы я понимаю, да, что это подбешивать может. Типа, вот ребенок тут болеет, за ним надо следить, а ты весь такой деловой, у тебя там что-то такое, нет времени. И проще ему влить этот нурофенчик, но мы тем самым раз за разом разрушаем этот маленький орган. Он, конечно, восстанавливается, печень, но чем дольше он находится под вот этими разными воздействиями, а ведь есть еще воздействие еды, там, напитков каких-то, тем хуже. Давайте об этом будем помнить. Ну, я думаю, у меня здесь собрались сознательные родители, которые об этом знают, и не сочтите за чтение морали. Просто я это озвучиваю и для себя в том числе, чтобы помнить об этом и никогда не забывать. Ну и придем к самой стрёмной теме, это отит. Ну, на мой взгляд, самая стрёмная, потому что ребенок просыпается среди ночи, начинает плакать, вы такой, что делать, пока поймете, что у него с ухом чего-то не так, особенно если ребенок говорит плохо еще, ну, мало разговаривает, еще не научился, то вообще непонятно, что там с ним происходит. Только благодаря какой-то фантастической родительской чуйке, особенно маминой чуйке, становится понятно, что у него там отит, что обилие соплей попадает в другие во все ходы и вызывает воспаление в ушах, в каком-то одном ухе. И в этом плане отлично работает чайное дерево. Вот прям не сильно давно у моей дочки, у младшей, ей 3 года, случился отит. Сначала был насморк, я им начал втирать, они там у меня все что-то вдруг резко заболели с переменной погоды. Ну так вот, начали соплить, кто-то подкашливать. Я давай им втирать, вот все, о чем я говорил вам здесь. Я это все использовал. 1-2 дня у нас где-то, да, было на второй день у нее вдруг ночью отит возникает. Я думаю, странно. Ну ладно, беру чайное дерево, делаю 1 капельку на 5 капель базового масла. То есть как я делаю? Можно сделать в ложечке, в большой столовой. В ложке тогда, Сережа. В ложечке. В столовой ложке капаете туда где-нибудь 5 капель ну, базового масла. Кокосового либо виноградной косточки. Туда капаете 1 капельку чайного дерева. Смачиваете в этой вот лужице. Ну, и размешиваете ее там, палочкой, зубочисточкой, например, или в уголком вилочке. Смачиваете ваточку, делаете 2 вот эти вот турындочки, да, 2 таких маленьких тампончика, смачиваете и вставляете в оба уха. В оба. Обязательно надо в оба. Не надо, ну, потому что так можно на одно ухо воздействовать, потом это в другое перейдет. Надо на 2 сразу. Ну, немножко отжимаете, понятно, да, чтобы не надо, чтобы лилось масло с этой ватки прям там ручьем. Оно влажненькое, но не течет прям. Оно, хоп, вставили. Все, туда капать не надо ничего. Вот этого все не делайте.
пары с активными веществами там начнут работать сами собой, они найдут себе дорогу, можно об этом не переживать. Чайное дерево обладает таким противовоспалительным эффектом, очень круто с этим справляется. И в моей истории отитов у нас, у детей было не так много. Вот у старшей дочки раньше часто бывали, именно чайное дерево мне очень помогало. Вот у младшей, наверное, это тоже второй, может быть, раз. Ну, короче, не так и много. Но я убедился в том, что чайное дерево гораздо быстрее работает, чем все вот эти истории Атипакс, там, Анауран. Гораздо быстрее. Плюс это природное вещество, которое служило в растении для того, чтобы защищаться от инфекций, от вредителей, от болезней, да, то есть это вещество, даже скажем, не вещество, это жидкость, в которой много веществ, спасала растения и теперь спасает нас, защищает нас, укрепляет нас, дает нам профилактику для того, чтобы мы не болели. Ну и, конечно, точка, традиционно, точка воздействия ТР-21, она называется, на картинке здесь видно, где она находится. В принципе, можете сильно не переживать, да, найду я ее, не найду. Примерно вы все равно ее найдете. Она находится здесь рядом. В эту же зону, то есть здесь мягкое давление, 1,5 минуты, надавливаем и непрерывно держим 1,5 минуты, с легким вращением можно делать вот с такими вот покачивающими движениями 2 раза в день. И также на эту сторону уха, а также на другую сторону, здесь я вот этого не указал, то есть вот за ухо сюда, на косточку. И вот здесь вот в само ухо не надо втирать. Вы можете нанести чайное дерево по тому же рецепту, размешав 1 капельку с 5 капельками обычного базового масла. И все. И вот у вас уже к этому моменту есть огромный материал, так скажем, материал небольшой, но для огромного спектра воздействия на своего ребенка с целями укреплять его здоровье, с целями устранять его от последствия заболеваний, защищать его. Ну и защищать себя, конечно же, ведь не только на ребенка это действует, но также и на вас, просто в дозировке увеличенной примерно вдвое. Если уже не терпится вам, я об этом наборе, из которого я описываю эфирные масла, которые, для меня стали просто вот спасительной штукой, потому что этот набор заменяет, вот так вот он выглядит, этот набор заменяет домашнюю аптечку. И вот все, что там есть, от большинства лекарств можно просто вот отказаться. Аптечки же растут сейчас, вот домашние у людей. Я вот у многих людей бываю и заглядываю. Просто полки. И это, как-то немножко удручает вот лично меня такая тема. И поэтому набор эфирных масел терапевтического класса, о которых мы сегодня начали говорить и дальше будем рассказывать, конкретные методы и конкретные способы его применения результативного я буду рассказывать дальше. И об этом наборе я расскажу в конце, да, как его можно приобрести. Но если вам уже сейчас не терпится, напишите тому, кто вас пригласил. Если я вас пригласил, значит, напишите мне, я вам расскажу подробнее в личку. Вот. А теперь давайте перейдем к вопросам. Я постараюсь ответить, что было непонятно, что уточнить, где дополнить. Напишите. Пока вы пишете вопрос, я должен ссылочку взять для вас. Пам-пам-пам. А меня видно, слышно? Наверное, не видно, да? Но надеюсь, что слышно. Сейчас, секунду. Я хочу вам дать обещанный подарочек, о котором мы говорили.
Так, поделиться. Поделиться ссылкой. Копировать. Все. Так, про базовое масло можно подробнее? А что именно подробнее? Ну, я говорю, вот наиболее доступное, наверное, быстрее всего можно найти, это виноградные косточки, масло. Почему про базовое масло я часто говорю? Потому что, во-первых, мы даем тем самым разведение и концентрацию снижаем. Во-вторых, базовое масло – это транспорт. Это способ как можно глубже в ткани доставить активные вещества эфирных масел. Поэтому нам нужно масло с высокой проникающей способностью, которое хорошо впитывается в тело. Есть кокосовое масло, да, и я одно время использовал обычное кокосовое масло, которое я находил вот во всяких индийских магазинчиках. Но оно забивает поры, и оно более такое плотное. Потом я использовал фракционное кокосовое масло от доTERRA, которое также есть на сайте у доTERRA. Оно более тонкое, и вот оно как-то... Его произвели каким-то методом, разбивая молекулы кокосового масла, из-за чего оно стало очень тонким, хорошо, просто отлично впитывающимся, проникающим, без запаха, не твердеющим, ничего. Отлично проникает и доставляет нужные мне активные вещества туда, куда мне надо. Вот. Эфирные масла работают и через дыхательную систему, как я уже сказал, поэтому ингаляции. Там рецепторы в носоглотке цепляют, какие им нужны сейчас активные вещества, и отправляют через кровоток туда, куда надо. Через кожу, и отлично тоже доставляется. Я сейчас не буду описывать всю физиологию и биохимию этого процесса, это, думаю, тоже ни к чему. У меня цель вооружить вас, как таких бойцов за здоровье вашей семьи. Вот. Поэтому кокосовое масло фракционное от доTERRA, либо, ну, попробуйте просто кокосовое масло, лишь бы хорошо впитывалось, либо виноградная косточка. Есть ли разница? Да, кстати, не спешите уходить в прямой эфир, я сейчас опубликую ссылку на первый подарок. Этот подарок – это аудиотехника, 5-ступенчатой релаксации, вот прям для родителей. Включаете наушники, ложитесь, и 25, по-моему, минут она идет, вы просто вот все расслабляете. У вас все расслабляется. Тело, ваши проблемы дня, мысли, взаимоотношения, какие-то дела. Аудиотехника с моим голосом в ваше ушки будет, как словно эфирное масло, доставлено и расслабит вас. Есть ли разница в использовании масел, если сухой кашель или с мокротой? Ну, здесь есть, конечно, разница, но сейчас я обобщаю процесс, и в любом случае, сухой это будет кашель или мокрый, то тот рецепт, который я здесь описал, он будет нужен и необходим, очень хорошо будет помогать. Вот. А так, конечно, да, там можно просто добавить либо-либо, в зависимости от кашля. Но сейчас, я думаю, нет нужды все это описывать. Кому это будет интересно, мы потом сможем разобрать уже в чате, в баланс-клубе. Сколько по срокам делать профилактику онгардом? Ну, недельку, хотя бы недельку. Я бы и 2 сделал. Ну, неделька это, по-моему, для каждого вообще под силу. 7 дней ребенку втирать в стопы эфирное масло. Ну, по-моему, вообще ничего такого. Я детям часто делаю. Часто почему? Потому что у меня есть цели какие? С одной стороны, профилактические укрепить. Потом усыпляющие. У вас наверняка тоже есть такие цели, и о них мы будем говорить в 3-м дне, послезавтра. Вам наверняка тоже интересно вырубить этих вот малышей побыстрее. Вот у меня уже есть четкие схемы, я уже разные попробовал. Вот, поэтому я частенько использую. В профилактических целях я могу и 2 недели втирать. Если вот там кто-то, как недавно заболел, вот все, наверное, дня 4, я ежедневно 2 раза в день, всего лишь 2 раза, даже не 3 раза в день,
дважды втирал вот эту смесь чайного дерева и орегано. Я ее втирал и в горло им, и в стопы, чтобы вот их со всех сторон вштыривало. И это и дало возможность быстро все это купировать, ничего не развилось, они не стали кашлять как-то прям жестко, прям слегка поподкашливали двое, а третий так и вообще не кашлял. Лекарства в аптеках — это же суть природной штуки, только по оверценам. Ну нет, почему? Там же много чего есть. Это заблуждение считать, что там природные штуки. Мы не знаем, там очень много синтетических веществ. Очень много. Или там какие-то супер инопланетные технологии. В лекарствах не знаю. Я не занимаюсь химией фармакологической, поэтому я не могу говорить о том, насколько там инопланетные технологии, или, может быть, там все плацебо в этих таблетках, которые в аптеках продаются. Вот. Есть природные вещества, конечно, есть. Из природных, из растений много чего добывается в разных видах. Но есть и много синтетики, которая забивает организм, которая забивает сосуды, которая забивает, ухудшает работу печени. И в возрасте, и когда вы еще особенно там детоксикационную программу какую-нибудь начинаете, все эти залежи лекарств, они в первую очередь начинают вываливаться в кровоток, чтобы быть вымытыми из организма. Это удручает, ухудшает состояние. И такой ходишь, на чистке вроде бы, а тебе плохо, как не знаю кому. Вот чтобы такого не было, я считаю, надо быстрее переходить на природные вещества и укрепляться ими, восстанавливаться с помощью них. И эфирные масла чисто терапевтического класса, которые я использую и рассказываю вам про них, на мой взгляд, это один из таких вот способов. Очень классный, очень легкий, вкусный и полезный. Итак, ну что, вот, значит, вот ссылка. Вот она, значит, ссылка. Я надеюсь, она будет активна. Она активна. Нет, я ее отправил не всем. Сейчас, секунду. Я ее отправляю. Ссылочка. Скачайте эту запись и запускайте перед сном. Можете с утра, если вам так хочется, в принципе, когда хотите. Но перед сном оно прям вас вообще... Особенно, если вам трудно уснуть. Но о том, как вам быстро, классно высыпать, я расскажу тоже в третьем дне, когда мы про психику, про спокойствие поговорим. А сейчас вы можете использовать вот эту аудиозапись для того, чтобы расслабиться на всех 5 ступенях, на всех 5 уровнях нашей жизни. Если есть еще какие-то вопросы, пишите их скорее. Если нет, мы будем заканчивать нашу первую трансляцию. И запись дашь в чате? Да, запись этого дня будет, конечно. И методику. Какую методику? Ты про какую методику? Спасибо за ценное знание. Да, пожалуйста. Нет, этот аудиофайл доступен только тем, кто был на прямом эфире. В чат ее скидывать не нужно. Я за то, чтобы мы собирались вместе, классно тусили. А те, кто смотрит записи, те смотрят записи, но без этого подарка. Так, с детками все вроде понятно. А что с родителями делать, куда нажать, чем намазать, так как обычно беспокоишься за здоровье? Об этом мы обязательно поговорим послезавтра. Завтра мы еще про детей. Послезавтра мы и про детей, и про вас, но с точки зрения спокойствия и психики, и состояния. Спасибо, Сереж. И тебе спасибо, Аня, что ты была. Хорошего всем дня, вечера, то есть я уже все. Кто-то тут мне нарисовал. Пока.